Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши добрые слова, за лайки, за подписки, за комментарии. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Кто восхищен тобой? Посмотрим, кто этот человек. Может быть, мужчина какой-то. Может быть, коллега по работе, может быть, это женщина, да, может, это начальство, в конце концов, восхищены вами и думают, надо бы ей поднять зарплату, пока она к конкурентам не переметнулась. Так, ладно, кто еще? Ну, не знаю уж. Давайте, сами подумайте, кто восхищен вами. Так, для начала делаю, как обычно, вашу сигнификацию. Если срезонирует, смотрим до конца один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов расклада. Этот расклад общий, не забываем, девочки. Мои хорошие, в любом случае нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Только вы творец своего счастья. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Еще одну вытащу. Так, показано мне это больше как в прошлом. Ну, я думаю, в настоящем тоже. Очень хороший друг. В принципе, женщина, которая придет на помощь, поддержит и советом, может быть, материально поддержит, проявит участие. Но тут у вас произошли уже какие-то изменения, метаморфозы происходят. Смысл в чем? В том, что то ли вы разочаровались в этой дружбе, то ли в принципе в проявлениях, да, людей каких-то. Мне показана карта скряга, карта лисы какие-то, и у вас как озарение какое-то. То есть на какую-то ситуацию, я думаю, это связано с общением. Может быть, ну давайте друзья, не друзья, карта друзей вышла, конечно. У кого-то тут разочарование, предательство друзей. У кого-то охлаждение, в принципе, идет как тенденция такая. Вам самой собой хорошо, может быть, в тягость уже даже общения с какими-то людьми, да, с теми, с которыми раньше как поддерживали дружеские, ну не знаю, форматы взаимоотношений. У кого-то это разочарование, может быть, люди себя так позиционировали вашими друзьями, но вы потом вы в один момент могли осознать, что люди преследуют то ли свои корыстные цели, да, какие-то, ну, хитрые лисы, да, то есть какие-то у кого-то двойные стандарты, какие-то теневые игры. Вот тут вот так вот. И это для вас как стало таким откровением, открытием. У кого-то из вас параллельно с этим, у кого-то тут роман случился с каким-то павлином, мужчиной самовлюбленным, мужчиной, который знает себе цену, себя на пьедестал ставит. Могли подвлюбиться. У кого-то сподвигло разочарование тут каких-то, опять-таки, людях взаимоотношениях, плюс где-то, может быть, глазки открылись на взаимоотношения с мужчиной. Это многих сподвигло к увлечению эзотерикой, психологией. Вот все сюда. Это как окно в другой мир. У кого-то как распаковка произошла, может быть, какие-то начались, ну, не знаю, сны видеть. В принципе, какие-то знаки Вселенная вам начала подавать, да, 3 зеленых свистка. Ну, у кого-то так, девочки. В принципе, вас показывают женщина, которая из какой-то наивной, доверчивой, тут как ребенок, искренней. Может, вы такой искренней остались, но как будто бы сейчас, ну, сейчас вы меняетесь. Вы меняетесь, вы понимаете, что нельзя оставаться такой, нельзя отдавать вот эту вот искренность людям, которые могут это просто использовать, эксплуатировать, манипулировать вами. Вот. Эту карту я еще могу прочесть, как будто бы вы сейчас всю свою вот эту вот какую-то там энергию, нежность, заботу, любовь, внимание все свое, время, может быть, стали уделять больше себе. Это карта жадины. Может быть, тут у вас какие-то свои цели,
И, может быть, задумались о своих элементарных каких-то мечтах, об элементарных своих каких-то потребностях, которые, может быть, не закрывались годами, да, а в голове другое что-то было, может быть, закрыть потребности вначале тех, кто рядом, близких, а о себе забывали. Тут вот меняется вот это мировоззрение, меняется, может быть, даже какие-то жертвенные вот эти вот проявления, как переоценка ценностей. Вот тут такое происходит. Вот такая у меня вышла ваша сигнификация, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Смотрим, кто восхищен тобой, да, и почему. Кто этот человек, который вами восхищен? Почему он восхищен? Может, вы, не знаю, что там на работу принесли пирожки какие-то, сами спекли, и тут коллега по работе восхищен вашими кулинарными способностями. Так, кто тобой восхищен? Почему этот человек тобой восхищен? Кто восхищен и почему? Кто восхищен и почему этот человек восхищен вами? Начинаем. Кто вами восхищен? Интересно. Женщина восхищена вами. Женщина, которая сплетни распускает. Интересно сочетание. Бог ты мой. Так, о ней, об этой женщине. Так, ну давайте так было чуточку интересней. Это ваша... Кто вами восхищен? Это ваша подруга? Нет, скорее. Это ваша родственница? Нет. Коллега по работе? Вот. Тут у вас, девочки, на работе какая-то женщина вами восхищена. При этом... Ну нет, а тут все не... Коллега по работе. При этом человек сам по себе старается быть ответственным, ответственно подходить к какой-то работе, самосовершенствоваться, такой не глупая женщина. Так, при этом у женщины проблемы в личной жизни. Карта Иерофант, рядом клетка. Ну, может быть замужем, но ощущение такое, как заточили в клетку. Не обязательно это золотая клетка, это какие-то ограничения. Именно почему-то мне идет как в семейной жизни связано. У кого-то элементарно сочетание, проблемы могут быть, у кого-то денежные даже элементарно проблемы, да, в семье, может быть, не знаю, муж потерял работу, допустим, там, или временно какие-то трудности. Ну, ограничения могут быть, давайте так, у кого-то со здоровьем, может быть, из близких, родных, тоже тут какие-то могут быть ограничения. Разные. Но тут конкретно в этой женщине сейчас проблемы связаны с семьей. Опять-таки, так интересно, тут непонятно мне. Миллион, алкоголь. Ну ладно, у кого-то это может быть, если там злоупотребляет, там супруг, да, может злоупотреблять алкоголем. Хамелеон, алкоголь. Ладно, я не хочу сюда тут, знаете, какие-то зависимости еще развивать, приплетать, но могут быть проблемы. Давайте так, у кого-то может быть, или у этой женщины тут конкретные проблемы со здоровьем, или у ее родственников ближайших. Такое вот мне тоже идет. Так, сплетни, шторм, память. Так, о ней сплетни. Это женщина... О ней сплетни? Это женщина о вас сплетни? Эта женщина о вас сплетни не распространяет. Нет. Это о ней почему-то много сплетен ходит. При этом говорят, что она сильная.
Ну, это знаете, как бывает, если в семье там проблемы, да, допустим, и ну, разного рода проблемы. Бывает там действительно болезнь, как там кого-то из ближайшего окружения, и женщина на себя взваливает часть вот этих всех проблем, тягот, да, тянет на себе. Вот тут вот такое. Ну, разные бывают ситуации. Вообще ее характеризуют как очень сильную. Скорее всего, ей даже как сочувствуют. Но вокруг нее почему-то сплетен много. Не знаю, девочки, тут так странно. Так, карта шторм, память, идеал, надежда. Ну, опять-таки, мне почему-то показывают, что у нее сейчас в жизни какие-то эмоциональные качели. А кто-то может со стороны даже говорить о том, что это ей как бумеранги за что-то. Ну, то, что в ее жизни сейчас может быть проблемы какие-то. И она тут всячески старается выйти из этих проблем, проявляет тут какие-то чудеса изворотливости. Память, идеал, надежда. В прошлом такое, как ощущение, все у нее было очень даже неплохо, и как будто бы стремилась, чуть ли не идеальная, может быть, семья. Вообще, как к идеалу, может быть, нарисовала себе какую-то картинку и к этому стремилась. Ну, это нормально. Но это как в прошлом. Показано, что она как похоронила уже, так некрасиво сказать, но она как вот этот идеал, и сейчас живет просто вот какие-то надежды тут испытывая, что может быть оно как-то изменится в лучшую сторону. Странные мне какие-то карты такие. Ну, вот эта женщина, она восхищена вами. Так, почему она вами восхищена? Давайте так. У кого-то она видит, девочки, если у вас, допустим, проблемы в личной жизни, да, и вы могли как-то об этом то ли заикнуться, то ли она как-то косвенно могла как-то об этом узнать, ну, даже не напрямую от вас, то она восхищена тем, что вот она считывает, что у вас тоже все не, как это, не идеально, да, вот, что проблемы какие-то. Она восхищена тем, что карта баланс. Вы стараетесь держать себя в руках. Вы, может быть, стараетесь не перекладывать эти какие-то ну, негативные даже эмоции, ни на кого не выплескиваете. Не какую-то ответственность за то, что происходит в вашей жизни, не перекладывайте. Вот карта баланса. Видите, как балерина стоит на этих пантах и держится. Равновесие это пытается удержать. Вот она восхищена вами, что вы умеете. Вы как-то к этому стремитесь. А опять-таки, даже если она понимает, что в вашей жизни тут вы все равно ждаете чего-то лучшего, но тут я вижу карта смерть идет, карта всадник, соперник. Тут какие-то такие карты, говорящие о том, что понятно, каждый из нас мечтает о том, чтобы в лучшую сторону развивалось все в его жизни. Но тут как будто бы, если у вас сейчас какая-то такая полоса не очень хорошая в жизни, то она видит, что вы все равно к этому, ко всему подходите как-то по-философски. И у вас какой-то, по ее мнению, есть план Б, да, то есть если она там, ну она тоже, кстати, все равно надеется тоже, что там в жизни ее что-то изменится. Но где-то она восхищена вашей какой-то выдержкой. Опять-таки, она вас довольно-таки высоко оценивает. Я буду эту карту так считывать. Карта соперничества. Тут я буду это считывать. Ваша конкурентоспособность, ваше умение выживать даже в каких-то тяжелых ситуациях, ваше умение в хорошем смысле приспосабливаться к каким-то новым реалиям жизни. Опять-таки, тут карта освобождения, при этом вы не
по этим картам мне идет такое, что женщина не будет идти тут, знаете, как по головам, по трупам, использовать какие-то такие грязные методы. Нет, она видит вас, что вы конкурентоспособны, вы ну, умничка, тут восхищение вами, но при этом вы не используете какие-то, повторюсь, еще какие-то запрещенные способы, методы, то есть уважение к вам. Тут вот так вот мне идет. Ой, восхищение еще вами, карта исцеления. Ну, скорее всего, эту карту я могу прочесть как женщина, которая и сама себя вылечит, да, сама, как тот Мюнхгаузен, за косичку вытянет себя из болота. Тут и помогаете тем, которые рядом с вами находятся, людям. Есть люди, которые в вас очень нуждаются, и вы прикладываете усилия для того, чтобы помочь этим людям. Она это видит. И опять карта тут баланс, и тут карта спокойствия. Ну, от вас вот какое-то исходит такое спокойствие, где-то умиротворение прям. Она это считывает. Ей кажется, что вы знаете четко, что вы делаете, зачем, какой-то у вас план есть по жизни, что, зачем вы дальше будете делать. Вот если не так, то значит у вас есть запасной вариант. Вот пусть, значит, по-другому, но опять-таки вы для себя какие-то лучшие все равно варианты выбираете. Но мне вот так идет. При этом карта, знаете, вот эта последняя карта, тут этот, кто он, баран, да, упер, подождите, давайте. Ну, это, скорее всего, упрямство, да. Ну, тут как-то так написано. Упертость. Ну, ладно, давайте я это как упрямство прочту. Я могу вот в контексте этого всего это прочесть так. Карта спокойствия. И тут вас фиг еще, знаете, вас собьешь с пути. Как будто бы при желании даже испортить вам жизнь, то фиаско потерпят те, которые будут прикладывать усилия, чтобы вам эту жизнь сломать. У них начнутся проблемы. Тут, знаете, такое ощущение, как будто бы вы четко стоите, там свои какие-то у вас есть убеждения, там нравственные нормы, вот свой прям путь, свое призвание, вы идете, вот тут вот так вот как-то. И в этом даже вот какая-то непоколебимость есть. Вот она даже этому, ну, по-хорошему завидует, восхищена этим. То есть даже восхищена тем, что у вас свой путь какой-то, вот четко есть какое-то видение этого пути. И умение где-то противостоять всем этим каким-то невзгодам. При этом она считывает вас, я повторюсь, конкурентоспособной женщина, которая при желании могла бы, ну, подпортить жизнь очень многим, да, но при этом вы выбираете как-то экологично проявляться в этом мире, в этом социуме. Вот такой у меня расклад сегодня получился. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.